прежде чем мы начнем, смотрите, что мы обнаружили. Берем гильзу и кидаем. Слушайте. .45 и 7,62. Куча споров, что лучше. Мы сейчас не будем решать, что лучше. Мы просто возьмем 5,45 и 7,62 и будем пулять. Сначала по вот этой бронеплите, второй класс защиты. Потом вот по такой вот теме техинкомовской. Это вроде бы от бронежилета модуль, это от 6Б13. Но эти нам дали, потому что они лежали на складе и потому что они бракованные. Так что, возможно, ни хрена не объективно будет. Но зато интересно все равно. Это керамика. Больше, чем 5А, но меньше, чем 6 класс защиты. Первый тест. 7,62, поехали. Ничего. 5,45. Какая-то хуйня. Но нормальный плиты можете покупать. Русская макака. Это он привез плиты. И камушки. И автоматы. Калашникова 7,62. АКМ получается. Гражданский. И дядя Эдик. С беговой дорожки сошедший. У него 5,45, и он слишком крутой, чтобы со мной разговаривать, да? Человек из Вартек Тим. Все его могут знать по таким известным песням, как «Где моя Дубравушка?». Предположим, это банка от пива, и мы находимся на фестивале нашествия, и наша команда называется «Волки! Волки! Волки круче псов!». Справа будет 7,62, слева 5,45. А вы знаете, разница видна невооруженным взглядом. Вот яма получилась от 7,62, 2 попадания по банке, и вот одно попадание 5,45. Нет, там 2. А, 2? Там, видишь, 2 дырки снизу. Точно, 2 отверстия. Первого даже не шелохнулась, ее просто пробила. А здесь она просто взлетела, короче. Ну, метров на 3 метра точно она взлетела. Не рекомендуется от 7,62 прятаться за банкой. Дальше будет интереснее, но опаснее. А мы хотим заснять это еще и в слоумо, поэтому мы поставили сюда iPhone за противоосколочное забрало. Тут разница вообще не очевидна. С 25 метров довольно-таки тяжелый кирпичик там превратился в ничто. Дальше идет бетон. 2 более-менее похожих кусочка с вкраплениями какой-то хуйни. Пятерка въебала, 7 разъебала. Вот видно, где вход аккуратненький, и вот видно шмякуш-пакуш вылетел. У пятерочки, у 7 просто половинчатый патруль. Конечно, можно было бы еще, знаете, построить стену, короче, из блоков, сюда поставить манекен с гелием, смотреть, как оно прошибается, как меняет траекторию, какой калибр. Но где бюджет, блядь? Твой талисман сожрал, блядь, наши цели. Это стальные плиты 2 класса. Они держат 9-миллиметровые калибры. Ну, а 7-5 мы сейчас узнаем. $5,45. Такие аккуратные, местами рваные штуки выходные отверстия. И прыщ-фактор. 7, мне кажется, выглядит, как будто дядя Боря опять набухался и полез с палкой на дедушку Валеру. Небольшой прыщ-фактор. А теперь я предлагаю сделать небольшую штуку. Мы ставим 2 и смотрим, остановят ли они 5 и 7. Давай. Ну тут понятно. В общем, 2 плюс 2 не дает 4 что-то. Так, 3 попадания 5,45, я тебе скажу так. Ты вот сюда же 2 выстрела сделал. А керамика чем славится? Если керамический слой разрушен, бронеплита не существует. То есть можете с этим смириться. Поэтому у нас здесь пробитие. То есть квадратик из керамики был разрушен попаданием. Этот же квадратик, все, он не защищает. А первый защитил, вот. Смотрим 7,62. Пробития нет, более того, даже вспучивания вообще нет. Но если бы было несколько выстрелов...
Это был небольшой подавляющий огонь. Небольшая имитация автоогня, наверное, даже можно сказать. Ну, можно, да, так сказать. Вам интересно, наверное, смотреть, пробило или нет? Мне, например, не интересно, потому что это очевидно. Небольшой прыщавый патруль. Небольшая осколочная дискотека. Да, это, конечно, жесткая тема получилась. Но, в принципе, от другого и ожидать нельзя было. Доставка из Китая. Так мы ж ничего не заказывали Мне вроде. похуй. Паёк партизанский. Прям не терпится взглянуть, что там. Так, 2 святочных паштета. Ой, печёночных. Каша из подорожника с говядиной. О, смотри, свинина с репой. Берестяные ложки ручной работы старорусские. Ебать, хлеб из коры, слушай. Есть, короче, 2 шутки. Либо это мясокур, кто курит мясо, либо это мясо-шкур. Ну, в общем, обе хуйня. Но это, конечно же, не зачет, потому что кто разводит разогревателем портативным, надо было, блядь, скрижаль какую-нибудь и лучинку засунуть. О, репная икра. Ну, это даже я и не знаю, как их характеризовать. Так это летопись. О, а это влажные лопухи. Сахарная свекла. О, повидло, тут и шутить не надо. Ну, блядь, лишь бы пожрать на полигоне. Уже начал ебашить. Так это немцев пытать. Сука, как больно, блядь. Он сейчас бить будет, смотри, с болота. Он партизаном стал. Грызнул сухаря. Не пей с болота, партизаном станешь. Сука, Зуб разъебал. он такой твердый, блядь. Блядь. Дай мягкого повидла, надо твердое заесть. Кончилось. Да он сожрал уже все, пиздец. Больно зубам, как будто бы бетона куснул. Смотри, набор для сбора печи тут прям лежит. Растопочка, смотри, сразу. Что есть? Это ж партизанский У паёк. меня под 7, сука. А, все нормально, предусмотрено. Там что-то еще есть. Высыпай. О, ничего себе, конструктор детский. Ё-моё. Да, такой паёк мы точно никому в обиду не дадим. Get the hell out! Чего, блядь, юсеки? What's the matter? You scared? I'm like, ouch, smoke on uncomfortable couch. I'm like, hit a nigga in the mouth. Jones the best approach to keep a union roach. Бля, ну нахуя, сука, ну что ты наделал? Это же паёк нормальный был, его захавать можно было. Пиздец, каша из утиных лапок, я ж хотел ее попробовать. Берестяной сахар? Ну ладно, сохраняем. Американцы, заеб... О! Оп! Репа с бараниной целая. Рикошет! Бульон из говяжьих копыт-то не пострадал. Мясокур. Как мы это курить-то будем? Ну что, ребята, небольшой салют на фоне не мешает, надеюсь, вашему кайфу от данного видоса. Спасибо Макаке за предоставленный инвентарь для отъеба. Спасибо Вартеку за предоставленный ебатель в калибре 5,45 и 9х19. Реально, спасибо Техинкому за предоставленные плиты, потому что хуй вы найдете просто так плиты 6-го практически А-класса. Ну и спасибо Линии огня за АР-ку в калибре 9х19.